Приветствую, дорогие друзья, на канале Гильдии Рассказчиков. Мы с вами продолжаем The Long Dark. Сейчас я нахожусь в доме Серой Матери. В прошлой серии мы помогали ей добыть ресурсы, а именно еду и дрова. И за это она нам рассказала, в каком направлении нам стоит двигаться, чтобы поискать нашу спутницу Астрид. Между сериями я немножко привел в порядок рюкзак, наелся, напился. Мы видим все мои показатели в абсолютной норме. Как раз к этому времени уже наступил день, все прекрасно видно. Наша одежда в прекрасном состоянии, но несмотря на это, очень холодно, невероятно холодно. А вы можете наблюдать вот этот вот синенький плюсик возле. Это я как раз получил между сериями бонус к сытости. Значит, что более 72 часов персонаж не был голодный, и за это он получает способность таскать на себе на 5 килограмм больше веса, чем обычно. Очень приятный бонус, не хочется его. Ёлки-палки. Волк, ты не нагрей, отстань. Давай так, вокруг дома с тобой походим. Что тут у нас? Уголь. Тихо. У меня тут факел против тебя, ты должен бояться. Отстань. Жалко этот факел очень хорош. Горит долго, освещает хорошо и пугает волков. Что самое приятное в нем. Потому что факел, который горит просто огнем, он волков не особо пугает, они могут напасть. Но с таким факелом, по идее, не должны. Вот, смотрите, кто у нас есть. Давайте попробуем волка переагрить на жертву, на добычу. Волк. Не за мной иди, вот за ним иди. Смотри, какое прекрасное животное. Птичка. Ну, волк. Фас. Я понял. Ты не хочешь. Как страшно ты рычишь. Вот еще один бежит. Или это тот же? Ладно, я так чувствую, что сейчас я доохочусь до такого уровня, что волк нападет на меня. Так, ну-ка. Есть. Волк напал все-таки на нашу жертву, и мы сейчас отправляемся на охоту. Волки лучшие друзья, если неправильно пользоваться. А ну-ка, волк. Эй, молодец. А, Пока костер не разводим, а теперь пора. Теперь пора разводить костер. Нет, даже не пора еще. Еще соберем кусок мяса на 1 килограмм за полчаса. Сейчас наша температура сильно упадет Can't feel my и hands. разведем костер. Это будет хороший запас. Не понял, почему костер не горит. Костер. Это, скорее всего, из-за сильного ветра нельзя разжечь костер. Это плохо. Die if I don't warm up soon. Ладно.
У нас заправка недалеко, поэтому сваливаем. Кусочек мяса и кусочек кишков мы забрали. Сейчас это выкинем, как минимум, чтобы меньше пахнуть. Тут же внутри у нас должно быть что-то, где можно развести огонь. Наверное. I could use this. Спальный мешок. Вот здесь можно как минимум спать, Don't уже really need хорошо. this anymore. Еще одна шапка, но у нас уже есть, поэтому ее мы максимум разберем на ткань. Вода нам пока не нужна, нам нужно найти место, куда мы все поскладываем. Пустая банка. Это шкура, которую мы оставляли в прошлый раз. Давайте сейчас здесь повыбрасываем. Шкуры всякие. Всякие. Вот это бросить. Здорово. Тоже бросить. Это сгоревший факел наш. Мы можем оставить здесь. Мы сейчас по-любому сюда еще вернемся. Газировки. Можем бросить перчатки. Можем бросить шапку, которую позже разберем. И уголь нам сейчас может пригодиться, так как мы будем сжечь костры. Я даже не знаю. Оставим сырой кусок мяса. Нет, сырой кусок мяса мы будем готовить на костре. Либо не будем, либо будем. Чуть-чуть отогрелись, чуть-чуть скинули вес и пойдемте искать дальше нашу жертву. Нельзя допустить, чтобы пропал наш олень. И нельзя допустить, чтобы съел нас волк. Фух. Я успел. Я как-то не ожидал, что он так будет нас поджидать прямо у выхода. Вот, кстати, лампа. This'll come in handy. Пока не будем брать, пока светло, но надо запомнить, что она здесь стоит. Можно взять и пользоваться. Давайте попытка номер 2. Завершилось неудачно. Нам порвали одежду, нас ранили, у нас течет кровь. Нам нужна аптечка. И мы используем повязку из старого мха. Давайте. На риск заражения. Да отстань, волк. Вот и помогли нам уже природные ресурсы. Интересно, она остановит кровотечение тоже или нет? Why didn't that work? Нет. Значит, нам нужна повязка из обычной ткани.
Это печально. Need some first aid. Много всяких у нас медикаментов, поэтому потерю крови мы остановили. Можно теперь пожрать. Начнем с мяса. Можно теперь попить. И очередная попытка отправиться за нашим оленем. Я не знаю, что мне взять в руку для того, чтобы напугать нашего волка. Но в этот раз возьмем этот факел. Тоже должно сработать, по идее. Невероятный ветер. Сейчас, если огонь нельзя развести, то пойдем мы дальше. Огонь нельзя развести. Невероятный ветер. Ясно. Обломал нас волк. Он в таком месте отработал, что это останется на растерзание для волков. Ладно, пока не будем возвращаться за лампой, запомним, что она есть там. What happened here? Перо ворона. Можно его установить на древко стрелы, и тогда стрелы будут хорошо летать. Не трогать. Короче, здесь есть перечисленные заключенные. Это нам не очень интересно. Хорошо въехал автобус. Кровавая надпись на полу автобуса. Здесь у нас удивительно, что это привело к тупику. Туннель завалило, значит, путь, о котором говорила нам серая мать, просто-напросто закрыт. Туда даже нельзя пробраться никак. Да, туда вообще никак не пройти. Ясно, понятно. Будем искать другую дорогу. Можно пойти туда, там вроде бы как ведет куда-то. Дорога. Ну давайте, что нам ходить по заправкам, там где мы уже были. Кстати, одежда, несмотря на то, что ее порвал волк, приносит все-таки какие-то плоды. Она дает нам тепло в такую даже погоду. Надо бы ее еще поремонтировать, что было бы здорово. Вдалеке мы видим какой-то домик. Вот заброшенная машина, можно в нее заглянуть. В машине тепло, здесь есть антисептик.
ключи от банковского сейфа. Помните, сейф был закрыт? Теперь у нас есть ключи. Судя по номеру, от 20-й ячейки. Это у нас... Да, это здесь, скажем так, доска объявлений какая-то. Ну-ка, что здесь? Произошел несчастный случай, после чего всякие мероприятия в плане там гулек, скалолазания, администрация попросила воздержаться от такого. Еще какое-то типа здания. Следов Астрид не видно, никаких там тряпочек, которые в начале игры висели на деревьях. История разрухи. Вторая часть. Но я и первую не читал. Хотя не будем терять время на это. Те, кто захочет прочитать, прочитают. Так, убери факел, а то я чуть его не зажег случайно. Нам нужно поискать спички, потому что спичек у нас очень мало. А без них мы не разведем костер, не сможем наесться и умрем либо от холода, либо от голода. What have we here? Аптечка, факельные ракеты. Вау, шприц первой помощи, повязка, это прям здорово. This stuff will come in handy. Капюшон. Давайте глянем, но я думаю, что капюшон этот не особо хорош. Хотя в данном случае он приносит... Подождите. Шапка приносит 0,5 градуса и 0,3 от ветра при 52. А этот приносит 0,5 градуса и 0,3 от ветра при 35. Значит, этот шарф лучше шапки. Вот как. Давайте отремонтируем. И носить. Но он, правда, потяжелее будет, чем шапка. Опустился сильный туман. И, возможно, отходить далеко отсюда — это очень плохая идея. Но оставаться здесь тоже не очень хорошо. Такая себе беседка, столики, лавочки. Здесь когда-то было хорошо отдыхать, видимо. Очень жесткий туман, вообще ничего не видно дальше своего носа. Значок о том, что осторожно, здесь у нас скалы, можно лазить. Когда-то было. Однажды нам эта повязочка уже помогла.
Сбился я немножко с дороги, я не вижу никаких тропинок, ничего абсолютно. Температура позволяет нам смело гулять по улице. Но при этом куда гулять, я вот не знаю. Должен же быть путь куда-нибудь дальше, или здесь просто обрыв и все. Судя по всему, здесь обрыв и все, никак нельзя это обойти. Нам нужен как минимум скалолазное оборудование для того, чтобы там пролезть. Немножко заблудился я, не знаю, куда идти. Где верная дорога? И это мне не нравится. Воют волки, как всегда. Сейчас я возвращаюсь на главную дорогу, так как это ведет только к обрыву и дальше пройти нельзя. У нас есть кролик. Кролик, ты защитишь меня от волка? Кролики дали дёру. Что ж, мы вернулись на главную дорогу, и сейчас... Сейчас мы уже находимся возле заправки. Сейчас уже, кстати, ветер успокоился. Можно развести костер возле нашего оленя, который здесь, если он еще не пропал, если его еще не доели. И пособирать его. Он по-любому уже успел замерзнуть, и обрабатывать его будет тяжело и долго, поэтому костер будет необходим. Нифига себе. Я разжигаю огонь. Волк должен бояться огня, поэтому нам, по идее, ничего не должно быть страшно.
готовить положим кусочек мяса. Добавим топливо, уголь, добавить топливо. На 2 часа мы развели огонек. 54 минуты будет готовиться кусок мяса. За эти 54 минуты мы можем собрать шкуру. Есть. И 8 килограмм мяса тут еще осталось. До готовности 7 минут. Подождем. И персонаж уже начинает уставать. Скоро вечер. Кстати, можно сделать по-другому. Можно его четвертовать. Вот так вот. Забрать все это дело с собой. И позже уже доразбирать. Не обязательно все делать здесь. 24 минуты у нас горит огонь, поэтому мы заберем факел, потушим его. Заберем еще I один can barely факел. walk with this much gear. Очень тяжело. Знаю. Теперь в таком состоянии. Мы берем вот этот факел. Зажигаем его. Идем на заправку. Тихо. Я знаю, у меня вкусно пахнет мясо. Я там тебе оставил погрызть немножко. Туман, плохо видно. Не совсем... А, вот у нас линия электропередач, где-то туда. Волк, угомонись, пожалуйста. Ну да, я забрал у тебя добычу. Но прошло столько времени, что ты давно мог сам сделать то же самое. I'm gonna need to rest soon. Мы безопасно добрались до заправки. Волк на нас не напал. Интересно, какой же вес тащит сейчас Маккензи? Столько всего набрал. Сейчас проверим только
вовнутрь надо зайти. Рюкзак. 57 килограмм тащит на себе. Это, конечно, не дело. Так нельзя. Выкидываем здесь шкуры и кишки, чтобы это все дело у нас просыхало. У нас осталось 2,5 литра воды, там куча газировочки было, которую надо бы съедим сразу мяска чуть-чуть, выпьем сразу же газировку. И еще выпьем какую-нибудь газировку. Вот эту. Есть. Давайте постелим спальный мешок. Почему тебе нельзя здесь расстелиться? Объясни, пожалуйста. Вот. К сожалению, здесь у нас нет места, где можно развести огонь. И вообще огонь как-то не особо хочется разводить. Для того, чтобы приготовить это все мясо, уйдет куча времени и куча дров. К тому же у нас осталась, по-моему, одна спичка всего. А нет, 5, да, 5 спичек. По технике безопасности кидаем, конечно же, в сторону спального мешка наш факел. Уже вечер. Ну, пока он не так уж сильно устал, не так критично, можно поразбирать лишнюю. Ага, одежды лишней у нас нету, но у нас должно быть что-то поломано, потому что волк на нас нападал. И это что-то, это... В принципе, все в достаточно хорошем состоянии, но кроме ботинок. Но ботинки, я думаю, мы найдем и получше. Ботинки мы со временем найдем и получше. Почему-то без подштанников ходил Will. Что ж, состояние у Вилла хорошее. Отправляемся в сон. Ставим на 11 часов. Там как захочет, так проснется. Лично Will выспался. Восполняем запасы своего водного баланса. Такие напитки еще и немножко к сытости добавляют. Что теперь у нас по состоянию, по способности носить вес? 54 килограмма мы можем переносить, точнее мы переносим. Можно заняться разделкой мяса. Пока темно все равно. За 24 минуты. Пока темно, пока тепло. Почему бы и нет? Так, смотрим по инструментам. Таким куском лезвия 24 минуты, топором 30 минут. Но лезвием быстрее получится. Есть. И следующих у нас еще таких 2 штучки. Сейчас, пока мы мясо поразбираем, то уже и день настанет. Встал пораньше, чтобы разобрать мяска.
Есть. У нас тут светятся какие-то задания. Нужно сделать чай из рейши, еще 2 штучки и 1 повязку. Но повязку мы легко можем сделать. Откройте банковский сейф номер 20. Ясно. Можно туда отправиться и открыть сейф. Что делать с мясом, непонятно. Жарить здесь не хочется, идти с ним вообще нельзя. Надо найти хотя бы какую-то печку, чтобы можно было приготовить его. Вот, здесь есть, где его можно приготовить. Давайте разожжем. Газетный рулон, книга, разжечь. Будем готовить мясные блюда. All right. Книги мы не добавляем. Палкой у нас 38 штук, что очень даже много. Но давайте избавимся от угля, так как он тяжелый и дает достаточно много температуры и времени горения. На большой дороге еще одна записочка. Привет, извини, что кидаю тебя наедине с метелью, отрубившимся электричеством и всем остальным. Судя по всему, на мосту творится полный хаос. Куча сломанных машин. Короче, просто цирк. И какой-то богач с континента, отказывается выходить из машины. Поди решил, что мы его грабить собираемся. Все как всегда. Короче, нам с Джейсоном придется туда сгонять и попробовать его образумить, пока метель не усилилась. А с тобой утром все решим. Спасибо, Питер. Такая вот история на большой дороге. Эта записка, я думаю, нам не понадобится. Персики. Еще персики, класс. Мы с собой. И самое главное, это спички. С собой мы набрали горючее для фонаря. Можно, кстати, здесь же на заправочке забрать и фонарь. А вот и история разрухи, часть 1. Сырая. Да когда ты там приготовишься? Давайте приготовим повязку из мха. Пока готовится наше мяско. 13 минут до приготовления. По-любому придется добавлять топливо, если мы хотим доготовить мясо. А мы хотим доготовить мясо. Тут у нас бумага, да? Бумага.
This gear's starting to slow me down. Этот груз тянет вниз, но это твои запасы, Уилл. Ты сейчас, пока все это приготовишь, половину сожрешь. Feels like a lot of gear. 2 килограмма. Это будет готовиться типа быстро. Но мы поставили кусочек на килограмм. Где там эта записочка? В середине 21 века глобальный экономический кризис, усиленный политическими волнениями в США и Европе, стал одной из причин неустойчивости мирового финансового рынка и в итоге привел к краху банковской системы Канады и всей Северной Америки. В результате канадская валюта обесценилась, курс доллара США упал до сверхнизкой отметки, а вся торговая экономическая деятельность была переведена на китайские юани и криптовалюту, в том числе биткоин. Из-за подорванной экономики Канада добровольно согласилась на финансовый контроль со стороны североамериканской экономической зоны и превратилась в подопечную территорию средневековых штатов. Впоследствии экономическая активность Канады сосредоточилась в крупных городах, а сельские районы и удаленные поселения оказались практически отрезаны от товарооборота. Оставшись без местной экономической инфраструктуры, от которой зависели поселения, многие жители этих сообществ были вынуждены оставить свои дома и бежать в города в поисках стабильности и работы. Такая вот беда разрухи настигла Милтон и всю Северную Канаду, и даже Америку в целом. Пока читали, мясо все еще не приготовилось. А есть у нас записочка, мы же находили и вторую часть. Но нет. Здесь нигде в информации не отображается записка второй части, которую мы находили, чтобы прочесть и ее. Эта шапка в целом хороша, поэтому разбирать я ее не хочу. Самые требующие ремонт у нас там на 80 штаны, на 83%. Ну, не считая ботинок, конечно. Ботинки я надеюсь найти получше. Облегчаем понемножку жизнь Вилла. Это уничтожая ресурсы, которые мы с собой набрали. Конечно, мясо у нас просто завались. Я даже думаю, готовить мы не будем все. Мы возьмем эти пару кусков и пойдем дальше. Пока еще день, пока светло. Пойдем в банк. А это мясо закинем в тот холодильник, который лежит. И возьмем с собой лампу, потому что когда настанет ночь, чтобы не палить постоянно факела, можно будет посветить лампочкой.
спальный мешок, я не знаю, стоит ли с All собой this gear тягать is или slowing me нет. down. Я хоть приготовленный кусок забрал, или же все еще сырой. У нас еще вот столько мяса. Взять факел. Взять факел. Тушить. Возьмем эти дрова. Убери факел, пожалуйста. В принципе, здесь спальный мешок не нужен, так как там у нас есть кровать, оказывается. Поэтому спальный мешок мы забираем, сюда мы слаживаем мясо. Эти перчатки мы можем собрать. Это тоже заберем. Мясо. Сырое сложим. Позже когда-нибудь приготовим, если оно не испортится. Ну, испортится, так испортится. Сейчас уже нам состояние наше позволяет бегать. Но я пока бежать не буду, на случай, если настигнет волк, чтобы хоть немножко от него была возможность свалить. Так, секундочку, надо определить, нам вообще в ту сторону. Нам вообще в ту сторону надо. В сторону Милтона в банк заглянуть. Так, что из этого банка, что почта, ну-ка. Это почта, но волк. Ладно. Ух ты, блин. Волк. Замороженная туша оленя, 2 килограмма мяса, кишки и шкура. Это все классно, конечно. Кишки и шкуру я бы забрал, черт с ним, с тем мясом. Волк, кстати, нормально так наелся, учитывая, что в олененке у нас
Сколько там? Килограмм 10 мяса обычно. Можно поразбирать водительские перчатки, у нас таких уже пара штук, получить оттуда кожу и отремонтировать ботинки, но я не хочу этого делать. Сейчас сильный ветер. И рядом ходит волк. Волк меня напрягает. Если бы он куда-нибудь свалил, можно было бы поразбирать нашего... Locked. Can't get in Подождите, here у yet. нас же есть ключ от банка. Почему я не могу это Locked. открыть? Can't get in here yet. Код. А где найти код? А код, наверное, можно найти в доме банковского... Как его зовут? Короче, главного в банке. Я понял. Значит, наша задача отыскать дом управляющего. Я надеюсь, он простой местный житель. Сейчас зайдем к серой матери. Быстрее. Быстрее, пожалуйста. Нет, не зайдем, судя по всему. Отстань, волк. Это уже вторая стычка с волком. Кровотечение, растяжение лодыжки, тяжелый ушиб, рваная рана. Почти дошел, буквально. И убежал. Разбил меня и убежал. Но сначала зайдем в дом, там уже будем лечиться. Так, мне нужна медицинская помощь. Чем здесь начать делать? Давайте используем антисептик на вот это. Помогло. Повязка. Повязку нужно искать где-то в рюкзаке. Помогло. И что у нас там? Тяжелый ушиб, вывих. Вам необходимо ограничено... Так, мобильность ограничена. Лечится повязками. И время восстановления это 4 часа. Ну, боль решается обезболивающими, естественно. Давайте мы боль исправим. Привет, серая мать, как дела? Меня тут волки погрызли. О, у тебя супчик готов. Видимо, все-таки нельзя без внимания оставить вывих. Вывих нужно лечить. Все, вылечились. Я прям доктор. Домашний супчик можно пожевать. Серая мать, у меня тут еды, просто завались. Интересно, что там волк натворил нам с одеждой. С одеждой было все так хорошо, но теперь, скорее всего, не особо. Перчатки 43%. Одни из штанов можно уже чинить. На самом деле не все так уж и плохо. Давайте отправимся
Секундочку, давайте выбросим здесь мясо все наше. Бросить, 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 бросить. Персики тоже. А, это тоже бросим. И... И пойдем собирать мяском. Заморожено, необходим огонь. Нет, секундочку. Если заморожено, то мы делаем вот так. Ага. Почему нельзя так? Хорошо, все-таки придется его греть. Книга. Разжечь огонь. Turned out pretty well. Все рассчитано четко. Как раз приготовилось мясо, как раз мы доразделывали. Тут должны валяться перья от вас, да? Или нет? Пока перьев не видно. Уже вечер. Можно заночевать здесь у Серой Матери. Теперь на пороге ее дома есть и наша кровь. С тобой можно пообщаться? Тоннель, ну-ка. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. If the tunnel is blocked, that's the end for Grey Mother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through, but my only way through. She was there at the tunnel, at the bus. I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? I'm not sure. But she was there. She left me a sign. A word. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? She's telling me she won't give up. Or maybe reminding you not to. Why write such a long name, though? It has to mean something more. Why?
Because you mean so much to her? Because she wrote it in blood. I seem to recall a town somewhere up north, far. What was it called? That's it. Perseverance Mills. Old logging and mill town used to be an important place. Now it's mostly dead, like Milton. Maybe she's pointing you there. Perseverance Mills. How do I get there? By car, before the quakes, when the roads were clear. Looks like I'm on foot. That will be a long road. В общем, мы рассказываем серой матери о том, что тоннель был завален, но, возможно, Астрид прошла там до того, как его завалили. Она точно была в том автобусе, так как написала слово «подсказку». I'm starting to get pretty worried about my friend. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. I remember something. A farmhouse on the other side of town. That night, the memories are confused, but somehow I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go. В общем-то, серая мать говорит, что осталось провести ее в последний путь. Она кое-что вспомнила, ей нужна была помощь, но никто не помог. Все ответы в банке. Нужно найти какую-то ферму на другом конце города, откуда достать ключ от банка и принести ей ячейку, которой этот ключ подойдет. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, суп. I must be losing my mind. It smells like food cooking in here. It's been a while since Grey Mother had anyone to make meals for. Please, take some soup before you go. Thank you. That's really very kind. Значит так, серая мать предлагает угоститься супом на дорожку, за что Уилл ее благодарит и говорит, что она очень добра, но мы сейчас никуда отправляться не собираемся, скоро ночь, а персонаж, ну не то чтобы устал, но так можно было бы и отдохнуть. Значит, пока еще давайте займемся всякими штуками. Например, ремонтом. Пока еще не слишком критично уставший персонаж. Все, штаны в порядке, перчатки тоже. Захватим сейчас с собой бутылочку водички. Отправимся наверх, там где лежит кровать. Стоит кровать, точнее. Так. Это пока чинить не будем. Книгу можно взять тоже. Отправимся наверх, пока еще светло. И здесь мы будем разбирать ненужные нам вещи. А именно вот эти перчатки водительские. Из них мы добудем кожу и, может быть, даже починим свои ботинки.
есть шапка. Шапка, которая лучше, чем ничего. Не лучше, потому что у нас есть приличный флисовый капюшон и есть нормальная шапка Уилла. Вот здесь она. Лыжная шапка. Поэтому вот эти всякие шапки мы тоже собираем их. Как мы уже успели убедиться, ткань здесь очень важна для всяких повязок. Это спасает от нападения волков. Напиться, наесться всякими батончиками. Я не знаю, что там мы можем сейчас еще по крафту сделать, пока светло. Обыщите заброшенный грузовик на предмет припасов. Банковский сейф номер 20. У меня есть этот ключ, но сам банк я не могу открыть. Возможно, нельзя было, потому что не было этого задания. Там нужен код. Там нужен код. А какой грузовик? Я не припомню никакого грузовика. Так, я даже думаю, что на этом можно серию закончить, на самом деле, потому что уже целый час она идет. И продолжим в следующей серии. Пока отдыхаем. Так, все, наступает утро, но еще темно. На этом серию мы завершим. И в следующей серии отправимся на поиски нашего грузовика и постараемся открыть банковский сейф по просьбе Серой Матери. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Возможно, вы уже играли в эту игру, возможно, вы что-то знаете, возможно, вы можете что-то подсказать, написать полезное, чем заняться, что сделать. Всем спасибо, до новых встреч.